Там налево есть одно местечко, одно местечко. Михайловская неподалеку, а рядом Петровская и Тригорская. Знаменитый Пушкинский заповедник. Здесь поэт, живя в изгнании, писал свои бессмертные строки, порой полные жизнелюбивого ликования, порой полные тоски, как, например, бессмертный зимний вечер о том, чтобы выпить с доброй подружкой бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка? Да, солнце русской поэзии был не чужд всего человеческого, и помимо фантастического жизнелюбия был еще и изрядным выпивохой. Конечно, отношение к алкоголю у Пушкина было любительское. Знал он толк в шампанском и бордосском, предпочитая Клико и Лафит, терпеть не мог цемлянского, но не прочь был пропустить кружечку-другую настоек любимой экономки, в прошлом няни его старшей сестры Ольги, Арины Родионовны. И надо же было такому случиться, чтобы спустя без малого 1,5 века после смерти поэта в его усадьбу, ставшую музеем-заповедником, устроился работать непризнанный тогда писатель, не слишком удачливый журналист, не то чтобы фанатевший от Пушкина, но в одном точно имевший по сравнению с Александром Сергеевичем неоспоримое преимущество. В сфере потребления алкогольных напитков он не был дилетантом-выпивохой, был крепким профессионалом. И звали его Сергей Донатович Довлатов. Довлатов – писатель, стоящий совершеннейшим особняком во всей, не только новой, именно во всей русской словесности. И тому есть много причин. Прежде всего, русская словесность, русская литература и еще шире вся русская культура. Прямо вот от повести временных лет и слова о полку Игореве, от икон с житийными клеймами, прообразом нынешних комиксов, от музыки, изначально не просто шедшей в сцепке со словом, но словом определяемой и исчерпывающейся. Короче, во всем самое главное – это сюжет. А вот, кстати, даже классическая русская живопись, критический реализм передвижников, весьма посредственный рисунок, все очень и очень заурядно, заваленная композиция без проработки планов, с рябью в глазах от недостаточно сбалансированных цветов, с несоразмерностью персонажей, в частности, о Суриковском Меньшикове, который в Березове говорили, что, встав, он пробьет головой потолок. Впрочем, относится-то это все не только к Сурикову, но и к Репину, Ярошенко, Маковскому, Мясоедову и так далее. Но чем же они брали за душу? Да сюжетом же, мощными визуальными историями. А вот у Довлатова во всех, по сути, его многочисленных литературных студиях сюжета-то как такового и нет. Ну вот что не возьми, будь то «Зона», «Заповедник», «Ремесло», «Иностранка», «Компромисс» и прочее. Это так, коротенькие зарисовки, будто просто вырванные рандомно из контекста жизни. И жизни не геройской, не яркой, не богатой событиями, а так, убогого быта, в коем всечасные неурядицы, неустроенность, неприкаянность перемежаются с алкогольными трипами и эмпатическими вспышками, и при этом ничего не происходит. Характеры не меняются, прозрение не наступает. Нет ни катехизиса, ни катарсиса, ни экспозиции, ни интриги, ни даже кульминации. А вот поди ж, сколько было писателей, умевших строить сюжеты, комические, героические, пронзительные, жестокие, а помнят, читают и, главное, любят Довлатова. Но не его одного, конечно, но его часто. В читательских рейтингах русских писателей конца прошлого века, рядом с другими, обычно в зависимости от аудитории именами, имя Сергея Донатовича присутствует всегда. И это несмотря на просто шквал, не то чтобы критики, а скорее зависти со стороны коллег, прошлых и нынешних, пытавшихся и пытающихся Довлатова максимально низвести с каких бы то ни было пьес
пьедесталов и порой лишить его самого звания писатель. Так, ушлый журналист, неплохой рассказчик и не более. Его бывшие друзья, если, конечно, они и впрямь друзьями были, и Веллер, и Грифимов, и другие, высказываются о нем с нотками пренебрежения, а иные уже из современных, вот, к примеру, Быков, тот и вовсе сбрасывает Довлатова с парохода современности, отводя ему место даже не во втором, а в каком-то мифическом третьем эшелоне. Но при всем при том, истина, она, как обычно, где-то рядом. Вот здесь Пушкинские горы, знаменитый заповедник, включивший в себя, собственно, имение Ганнибалов-Пушкиных, Михайловское, плюс близлежащие Петровское и Тригорское. Заповедник именно что пушкинский, и если б не его Александра Сергеевича великая тень, наверное, ничего бы интересного здесь и не было. Деревянные домики-усадебки бывших помещиков посносили бы, землю распахали бы, а потом, как водится, забросили, и ветвились бы здесь заболоченные леса, как в соседнем Себеже. Но Пушкин — наше все, все музеифицировано, даром что реконструкция, однако же магия имени притягивает туристов. Но вот вопрос: кого, почему, как так получилось, что совсем рядом с этими священными поместьями в деревеньке Березино есть еще один литературный музей, и это музей Сергея Довлатова. Сродство, ибо тянет на явно большее, чем просто соседство Пушкин и Довлатов. Этот недописатель, полужурналист, дебошир и пьяница, автор из 33-го эшелона и сам Пушкин. И ведь не пропадает, не тушуется скромный дом Сергея Донатыча в Великой Тени. На равных правах живет, и с посещениями все в порядке. Хотя, казалось бы, ну что там смотреть, что можно увидеть, а кроме того, что писал сам Довлатов об этой кривобокой избе еще в том же упомянутом заповеднике. Спускаясь под гору, я увидел несколько изб, окруженных березами. В стороне бродили одноцветные коровы, плоские, как театральные декорации. Грязные овцы с декадентскими физиономиями вяло щипали траву. Над крышами летали галки. Я шел по деревне, надеясь кого-то встретить. Некрашенные серые дома выглядели убого. Колья покосившихся изгородей были увенчаны глиняными сосудами. В накрытых полиэтиленом загонах суетились цыплята. Нервной мультипликационной походкой выступали куры. Звонко тявкали лохматые приземистые собаки. Дом Михаила Ивановича производил страшное впечатление. На фоне облаков чернела покосившаяся антенна. Крыша местами провалилась, оголив неровные темные балки. Стены были небрежно обиты фанерой. Треснувшие стекла заклеены газетной бумагой. Из бесчисленных щелей торчала грязная пакля. В комнате хозяина стоял запах прокисшей еды. Над столом я увидел цветной портрет Мао из огонька. Рядом широко улыбался Гагарин. В раковине с черными кругами отбитой эмали плавали макароны. Ходики стояли. Утюг, заменявший гирю, касался пола. Две кошки геральдического вида, угольно-черная и розовато-белая, жеманно фланировали по столу. И, собственно, все, кроме плавающих макарон и двух геральдического вида кошек, соответствует описанию, и все это мы либо уже видели, либо еще увидим. В общем-то, во времена Сергея Донатыча, а это 70-е годы прошлого века, домик этот уже дышал на ладан, и только чудом можно объяснить то, что он, вопреки всему, устоял в целости и сохранности, практически в неизменном виде. Даже типичные запахи деревенской избы, привкус дровяной гари, дерева, затхлости и тлена здесь, похоже, сохранились в неизменности. Все как в заповеднике. Заповедник, к слову, по мнению Странтовой, самый оптимистичная из книг нашего героя, хотя период времени в ней описанный, равно как и то время, когда она писалась, были едва ли не самыми трудными для Довлатова, с разрушающейся и практически разрушенной семьей, с отсутствием средств к существованию ввиду малой публикуемости и т.д. и т.п. Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку и развивается как суррогат патриотизма. Во что ты превратил свою жену? Она была простодушной, кокетливой, любила веселиться.
Ты сделал ее ревнивой, подозрительной и нервной. Ее неизменная фраза «что ты хочешь этим сказать» — памятник твоей изворотливости. Твои безобразия достигали курьеза. Помнишь, как ты вернулся около 4 ночи и стал расшнуровывать ботинки? Жена проснулась и застонала: «Господи, куда в такую рань?» «Действительно, рановато, рановато», — пробормотал ты. А потом быстро разделся и лег. Да что тут говорить. Ну и в итоге, кто же такой Сергей Донатович Довлатов? Правда ли писатель 2-3 ряда, рассказчик анекдотов и недожурналист? Ну, конечно же, нет. Довлатов, хоть и остается белой вороной в русской, равно как и советской литературе, в мировом контексте оказывается сопоставим со множеством культовых фигур и прежде всего с его любимым Хемингуэем, от которого научился краткости фраз и точности высказываний, не говоря уже о внимательности к мелочам, из которых, как из частиц замысловатого пазла, выкристаллизовывается жизнь. Во-вторых, с Чарльзом Буковски, наследником битников, алкоголиком и философом, радикально изменившим взгляд на литературу. В-третьих, как ни странно, с другим эмигрантом и своим другом Иосифом Бродским, с которым Довлатова роднит то самое помянутое внимание к мелочам и деталям. Иные, надо не надо, встраивают в свою речь довольно пошлое высказывание о том, что дьявол кроется в деталях. Умные же апеллируют к Пастернаку, знают, что в деталях не дьявол, а Бог, суровый Бог деталей. И вот именно эта надмирная сущность, живущая в каждой строчке волшебной довлатовской прозы, делает ее тем, чем она и является. Наверное, лучшей летописью позднесоветского быта 60-х, 80-х годов прошлого века, поведанной талантливо, иронично и, что самое замечательное, правдиво. Хотя, правда, конечно же, у каждого своя. Вот о чем может поведать скрюченный домишко, в котором жил Довлатов. Прежде всего, о реалиях непростого советского быта, без лакировки и прикрас, в первозданном, так сказать, виде. Но это скорее побочный эффект. Главное здесь в том, что Довлатов, воспринимаемый многими не столько через призму литературы, сколько через призму алкоголя, именно здесь, в полуразрушенной деревеньке близ Михайловского, обретает основу и будет, так позволено сказать, подлинное бытие. Здесь нюхом, кожей, нутром понимаешь, насколько Довлатов литератор, вырастает из Довлатова пьяницы. Ибо сам по себе домик, весь скособоченно скрюченный, весь скрипуче неустойчивый, весь затхло-болезненный, сам напоминает потрепанного жизнью пьяницы, давно потерявшего остатки здоровья, но тем не менее каким-то духовно-алкогольным чудом продолжающего существовать. Ну, такие вот дела. И нет уже ни Пушкина, ни Довлатова, но дух их, не смешиваясь, каждый поодиночке, продолжают витать над этими местами. Тут все живет и дышит Пушкиным. Буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота. Цилиндр, крылатка, знакомый профиль. И знатоки по секрету говорят, что нигде на всем земном шаре не пьется так вольно, кайфово и легко, как рядышком с домиком-музеем Сергея Довлатова. До этого были холмы, река, просторный горизонт. До этого были холмы, река, просторный горизонт, с неровной кромкой леса. В общем, русский пейзаж без излишеств. Мне угодно 100 граммов водки, пива и 2 бутерброда, чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны. Думайтесь, товарищи, я вас любил, так искренне, так нежно. Миру крепостнических отношений противопоставил Александр Сергеевич этот вдохновенный гимн бескорыстия. Мне чуждо сонное долготерпение рыбака, безрезультатная немотивированная храбрость альпиниста, горделивая уверенность владельца королевского пуделя. Мандельштам говорил: люди сохранят все, жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем. Я находился в центре. Бутерброды кончились. Зарождался обманчивый душевный подъем. Вдумайтесь, товарищи, я вас любил, так искренне, так нежно. Взгляните на меня с любовью. Бутерброды кончились. Может, умер. Или героя дали. Вот она, пагубное дозрение близости. Имея деньги, так легко переносить нищету. Вот она, пагубное дозрение близости. Стоит задуматься, и тотчас вспоминаешь что-нибудь грустное. Несколько сияющих истин должны были изменить мир к лучшему.
Зарождался обманчивый душевный. Как хорошо, что Пушкин этого не видел. Внутри конституционный демократ. До этого были холмы, река, просторный горизонт с неровной кромкой леса. В общем, русский пейзаж без излишеств. Стало предельно ясно. Давно я не был объектом такой интенсивной женской заботы.